Расул, пару слов, если можно, о поединке, который вы провели после долгого перерыва, я имею в виду в смешанных единоборствах в Казахстане. О победе, о сопернике. Насчет соперника могу сказать, очень сильный, физический, ударная техника подтянута. Он как раз готовился в Америке, именно боксерскую базу набирал. Я так следил просто за этими моментами. Потом борцовская техника, он сам чемпион там, мира по панкратиону, по каким-то версиям, по грэпплингу, чемпион Казахстана и каких-то турниров. Как сказать, могу сказать, что соперник очень хороший. И очень хороший бой дал мне. Я все 3 раунда отработал. Лично, по моему мнению, бой был досрочный. Камил, правда ли, что такое было сильное напряжение, что после поединка команды 2 бойцов едва не сошлись в рукопашную? Напряжение действительно было, и, наверное, напряжение будет, это вполне обоснованно. Напряжение будет всегда, когда в гости к местному бойцу приезжает, скажем так, известный боец из-за рубежа, известный боец с высоким уровнем, поэтому мы здесь понимаем казахов, и я даже больше скажу, что мы понимаем те эмоции, которые им пришлось пережить, и решили не судить строго секундантов Ержана и Станова, те эмоции, которые им пришлось пережить, это даже хорошо. А стычки секундантов, стычки тренерских бригад, это, как говорится, все в рамках законов жанра, по которым живет индустрия единоборств. В этом ничего такого нет. Они были немножко недовольны тем, что, по их мнению, Расул нанес запрещенный прием. Разобрались в этой ситуации, и самого Ержана и Станова уже успели спросить все СМИ. Он как бы ответил, что все хорошо, все в рамках правил. Дрались по-честному. Были слухи и разговоры о том, что бой Расула, первый на профессиональном ринге, состоялся именно в Казахстане, а не в России, из-за опасений какого-то негатива. Было ли это такое? Обсуждали ли вы возможность участия Расула в шоу 20 апреля? Спасибо. Честно говоря, не все так плохо в плане отношения к нему, скажем прямо. Те, кто не захочет прийти и поболеть, просто не придут. А я думаю, желающих поболеть за Расула более чем достаточно. Можно собрать не одну трибуну, не один зал многотысячный. Почему этого не происходит? Вы знаете, организация профессионального поединка в принципе процесс непростой. Так как мы стараемся делать только конкурентные поединки, и опыт Владимира Минеева это доказывает, Расул на таком уровне, что ему надо еще соперника поискать, скажем так. Мы с этими проблемами сталкивались до известных событий. Сейчас, если будет хороший, адекватный соперник, то мы, поверьте, сделаем подобный бой в России. Почему в Казахстане? Это первая сторона, промоутеры местные, которые выступили с этой инициативой. Признаться, был определенный риск, потому что 4 месяца после вынужденного простоя в карьере, и после 4 месяцев выходить и биться на таком уровне, а соперник, и Расул это подтвердил, действительно был высокого класса, это определенные риски. И в данном случае, скажем так, казахская сторона знала, на что идет. Это был риск, но риск вполне оправдан. Если бы Истана выиграл, он в одночасье стал бы суперзвездой. Но мы подумали, приняли предложение, а Расул, в свою очередь, надо отдать ему должное, 4 месяца тренировался по 2 раза в день, сделал все возможное для своего возвращения. Никаких беспорядков мы не боимся. Есть действительно, у Расула есть зритель, но сейчас просто никакой необходимости в проведении этого поединка нет, а есть необходимость в том, чтобы в России заниматься Расулу совершенно другими вещами. Расул на таком уровне, что ему надо еще соперника поискать, скажем так. Мы с этими проблемами сталкивались до известных событий. Сейчас, если будет хороший, адекватный соперник, то мы, поверьте, сделаем подобный бой в России. Почему в Казахстане? Это первая сторона, промоутеры местные, которые выступили с этой инициативой. Признаться, был определенный риск, потому что 4 месяца после вынужденного простоя в карьере, и после 4 месяцев выходить и биться на таком уровне, а соперник, и Расул это подтвердил, действительно был высокого класса, это определенные риски. И в данном случае, скажем так, казахская сторона знала, на что идет. Это был риск, но риск вполне оправдан. Если бы Истана выиграл, он в одночасье стал бы суперзвездой. Но мы подумали, приняли предложение, а Расул, в свою очередь, надо отдать ему должное, 4 месяца
тренировался по 2 раза в день, сделал все возможное для своего возвращения. Никаких беспорядков мы не боимся. Есть действительно, у Расула есть зритель, но сейчас просто никакой необходимости в проведении этого поединка нет, а есть необходимость в том, чтобы в России заниматься Расулу совершенно другими вещами. Команда Расула работает в России в 2 направлениях. Первое – это тренировочный процесс, второе – это восстановление социального статуса. Для этого необходимо предпринять ряд мер, мы их предпринимаем. Это в первую очередь обретение нормального социального статуса. Все-таки единоборец – это герой, а герой должен быть однозначно воспринимаем. И не секрет, что мы не раз делали предложение к стороне Ивана Агафонова, к второй стороне в уголовном деле, к примирению. И я надеюсь, что это примирение состоится, это будет первым шагом к тому, чтобы Расул оказался на профессиональном ринге в России. Будем считать так. Как только это примирение состоится, я думаю, что мы его совсем скоро увидим. По крайней мере, спортивный уровень и прочее состояние позволяет. По итогам боя, насколько вы довольны результатом, показанной своей формой, и как можете оценить ее в сравнении с той формой, которая была у вас до вынужденного перерыва? В чем видите резервы свои? Моя форма еще не полностью, где-то 60% моей формы. Сейчас, на данный момент, она только 60%. И я к этому бою готовился полностью. Меня готовили в клубе «Чемпион». Шамиль Зауров меня готовил, под его руководством я тренировался. И созванивался с Бату Хасиковым, советовался по моментам. Но не готов еще полностью, вот это могу сказать. И буду тренироваться, готовиться полностью, чтобы свою форму набрать. Но есть некоторые нюансы, по которым я еще не могу полностью настроиться и быть в форме. Расул, более философский вопрос. За время вашего пребывания за решеткой, после выхода, что-то переосмыслили вообще для себя? Что вы после этого думаете, после всей этой ситуации? Спасибо. Да, очень много чего переосмыслил, очень о многом думал, переживал. Много чего поменялось, скажу. Так вот. Во многих моментах. Расул, известно, что Майк Тайсон, когда он отбывал заключение, пристрастился к чтению и читал, например, Льва Толстого. Какие книги вы читали, когда были заключения? Я сейчас не вспомню, но я «Граф Монте-Кристо» читал. Там больше нечего было читать просто. Хороший выбор. Хорошо, что не пришлось бежать. Хотели бы оказаться на его месте? Нет, конечно. Секрет для бойцов, когда они выходят на тренировку и на ринг, одно из самого важного – это концентрация. Вот вы, когда выходите на бой, вам удается все-таки полностью сосредоточиться только на поединке соперника или определенные мысли все-таки мешают? На данный момент нет. Не могу полностью уйти в бой. Ну, Даже в тренировочный процесс не могу полностью уйти. Нету такого, как в тот момент был у меня такой настрой тренировочный. Во время ринга я уходил, прям такое. Сейчас такого момента нет у меня. И пока я полностью не пообщаюсь с родителями Ивана Агафонова, я думаю, этого не будет. На какой стадии идет ваш процесс общения? Есть ли какое-то общение, нет? Мы пытаемся и ждем. С их стороны есть какое-то желание, инициатива или нет? Пока молчат. Поступали ли к вам такие обращения участвовать в боях за границей? И если бы у вас была такая возможность, вы бы предпочли на несколько лет сейчас, скажем так, закрыться для российского спорта и уйти за границу и тренироваться и работать там? Спасибо. Предложений очень много с разных стран, на самом деле, разных клубов за рубежом. Все предлагают, но есть некоторые моменты и нюансы, по которым я именно хочу, чтобы это было все в России. Тренировался, это моя родина. Я хочу именно здесь все тренироваться и выступать за нее. Не менять ничего такого.